Привет, друзья, и добро пожаловать на канал Настоящий Алжир. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и благодарю вас за поддержку в виде лайков, комментариев. Сегодняшнее видео о разных ситуациях, которые произошли со мной в Алжире, еще в начале моей жизни в Алжире. Я приехала в Алжир 7 лет назад, и тогда я не знала еще всех моментов, которые знаю сейчас. Я тогда не думала стратегически, как думаю сейчас. Я вот приехала и поступала по религии, и искренне, и никогда не думала о том, что вот кто подумает и как обо мне в этой ситуации, или как эта ситуация может обернуться, чем может обернуться. Ну, в общем, я просто искренне себе продолжала жить в Алжире после приезда с моей страны, с Украины. И, конечно, случались разные ситуации, некоторые поучительные, некоторые просто веселые. Я хотела бы с вами, я давно писала список, чтобы такого рассказать вам, чтобы вам было интересно послушать, и чтобы вы что-то новое узнали, и, возможно, себя узнали. Если вы живете в Алжире или жили в Алжире и узнаете себя или что-то вспомните тоже, то буду благодарна, если вы поделитесь. Очень интересно узнавать ваше мнение, ваши истории. Я не просто так говорю, чтобы у меня были комментарии на канале, у меня нет такой цели, но мне действительно интересен опыт других людей, которые живут в Алжире, которые собираются в Алжир, которые общаются с алжирцами. В общем, все, что связано с Алжиром и алжирцами, если у вас есть какой-то опыт, мне, конечно, очень интересно узнавать тоже. Себя, как вы знаете, я не показываю, но буду показывать вам, как всегда, Алжир. А расскажу вам по списку, по пунктам ситуаций, которые я написала. Это, конечно же, не все, но выборочно. А вы, возможно, напишите мне, что вам понравилось больше всего, или, возможно, что-то с вами тоже происходило похожее. Эта ситуация была где-то в первый год жизни в Алжире. Нас пригласили на свадьбу. Мужа пригласили на свадьбу, его семью, соседей тоже. Мне сказали почти в последний момент, что вот мы идем на свадьбу. У меня особо не было и наряда, и, в общем, такого. Я даже не знала, как на алжирскую свадьбу одеваться, а тем более не знала, что дарить, какой подарок. Там мужчины должны сидеть отдельно, женщины отдельно. То есть я понимала, что муж подарит что-то жениху, а я должна подумать над тем, что подарить в том зале, где невеста. Ну, я, конечно же, не знала. И я решила спросить знакомую. У нас там была знакомая с ее семьей. Их тоже пригласили, и это алжирка. И я же у нее спрашиваю, говорю, вы же идете тоже на свадьбу, значит, вы будете что-то дарить, и вот мы тоже приглашены. И я говорю, еще подарок не купила, не знаю, что дарить, хотела спросить. Она говорит, не купила? Да ничего страшного, я уже купила, говорит, давай вместе подарим мой подарок. Я говорю, да, как-то неудобно. Она говорит, нет, давай вместе, без проблем, давай вместе пойдем, давай поедем на моей машине, в общем, я возьму детей, возьму там своих родственников, и, в общем, поехали с нами. Я говорю, я мужу скажу. Муж, конечно, мой отпустил меня, потому что это его хорошие знакомые. И, значит, в этот день свадьбы я уже собралась. Все, она говорит, вот у меня есть коробка, говорит, большая коробка, она принесла, показала, но она такая была на вид очень легкая. Говорит, заедем только в магазин, я ее упакую и все, и подарим. И я так посмотрела, коробка большая, у нас тоже полная машина, и едет на свадьбу, получается, ее дети, ее мать, она и я, да. И, значит, я просто как следовала за ними. Хорошо, думаю, так, то вот так. Это первый раз, я как бы не знаю никаких этих правил. Хорошо, буду как за ними следовать. И поехали мы в магазин. Упаковала она этот подарок. Большая коробка, как я уже и сказала, красиво упаковала, там бант, все. И мы поехали. Приехали мы в ресторан, зашли, в общем, и она отнесла эту коробку. Там, получается, в зале стоял такой, как стол, и возле стола как уголок такой. И туда все ставили свои подарки, в общем. Кто что приносил, все туда ставили. Сначала шли, поздравляли невесту там, или наоборот, сначала шли, оставляли подарок, потом подходили к невесте, к ее родственникам и поздравляли ее. Зал, как я и говорила, был только для женщин. Вот мы тоже пришли, я хвостиком там сзади шла. Язык тогда не знала вообще, этот алжирский. И просто за компанию там здоровалась, и желания, пожелания, в общем, они спрашивали, они там друг друга знают, спрашивали, кто это, а это жена
этого знакомого, а этот... Ну, в общем, это не важно. Важно то, что мы потом сели, и это был обед. Обеденный час, это где-то было часа 3, наверное, 2-3 часа. И это время, когда приносят там молоко, чай, сладости. Так по традиции. Вечером уже будет ужин плотный. А вот днем чай, кофе, молоко, сладости, печенье, вот такое. Ну, мы же сели за свой стол, а эти знакомые нарядились, в общем, красивое платье, макияж, украшения, в общем, все как положено. И я спросила, говорю, а что там вы подарили, если не секрет? Оказывается, подарили пластмассовый вазон декоративный. Просто для декора в доме. И я сижу и думаю, вот если бы я пришла с этим вазоном, например, в моей стране на свадьбу, они бы, наверное, со мной больше не общались, эти люди. Потому что нас пришла большая компания, а подарили, по сути, пластмассовый вазон. Я об этом узнала, уже будучи там в зале, уже как бы не изменить ситуацию, но я была очень удивлена, что можно вот так вот прийти и с таким как бы очень недорогим подарком подарить. Я не знаю, это был стратегический ход или это действительно нормально, до сих пор это для меня загадка. Ну, в общем, и я потом сидела за этим столом, пила свой чай и вот размышляла, смотрела, как они все танцуют, радуются, смотрела на те подарки и думала, вот, а вдруг в каждой коробке там какая-то ненужная вещь, а эти все старались, семья, делали свадьбу. Ну, в общем, друзья, с этой ситуации я вынесла то, что нужно все-таки рассчитывать на себя, во-первых. Доверяй, но проверяй, так сказать. Вы — это же и имидж вашей семьи. И если бы, например, узнали, мне так кажется, я не знаю, если бы узнали, что мы вот такая большая компания, которая пришла, подарили пластмассовый вазон, просто упаковав красиво, это выглядело как будто бы там, я не знаю, вау, что это такое. Вот. Но если бы узнали, что вот такая большая компания, и, возможно, думали бы, что это всем было известно, что все на это как бы пошли добровольно, согласились, там сбросились и купили такой подарок. Ну, в общем, мне как-то было неприятно, потому что я почувствовала, что я как будто бы попалась или что, я даже не знаю. Ну, в общем, вот с этой ситуации я вынесла для себя такой урок, что нужно все-таки рассчитывать на себя, готовиться тоже, готовить свой подарок, даже если он какой-то маленький, даже если он не такой, как дарят там, даже если вы не знали, например, что купить, что подарили, но это от вас, это ваш, вы за него отвечаете. В общем, я для себя такой вывод сделала. Вторая ситуация у меня не поучительная. Я как-то показывала вам, что когда мы жили и у нас была терраса, мы начали выращивать цветы. И мы посадили семена петуний, и очень много выросло. Мы садили в пластиковых белых стаканчиках, выросло очень много, и мы не знали, куда их девать, что с ними делать. В то время я ходила на занятия в 2 мечети. И в одной мечети я занималась, там у меня были дети, с детками ходила я в 1 класс, а во второй это был для взрослых, это женщины. И вот муж говорит, возьми, предложи, говорит, они любят, алжирские женщины любят цветы, вазоны. И я взяла такой большой разнос, разнос, туда, как говорит муж, армию этих петуний, и пошла в мечеть. Я тогда не знала, как люди отреагируют, тоже я же не знала язык. Ну, они меня знали, что я хожу с ними, занимаюсь, мы пытались там как-то разговаривать, жесты, английский, какое-то слово французское, какое-то арабское. Ну, в общем, как-то да, мы что-то там друг друга понимали. Но, конечно же, не могли разговаривать свободно. И вот я прихожу с большим таким как бы пакетом. Я просто накрыла, чтобы пока буду нести, не было видно на улице, с чем же это я иду. И когда я вошла, то это выглядело как будто бы, знаете, я принесла торт в мечеть. Буду там раздавать, угощать, что-то у меня случилось. Но, конечно же, это все стояло до окончания урока.
когда закончился урок, я же такая показала им, что вот я принесла стаканы петунии, а там уже петунии, они выросли, подросли, и некоторые даже уже цветочки были. И женщины как увидели. И я говорю, да, это бесплатно, это дарю, у меня их много, дарю. И они начали брать. Я просто не ожидала, они все начали подходить и брать, в общем, это себе. И потом одна женщина ко мне подошла и говорит, вот та женщина взяла 2, а я ни одного не взяла. Она это так сказала, как, знаете, как обиженный ребенок. И мне стало и смешно, как-то, очень забавно, мило. И я же говорю, что я в следующий раз еще принесу. А у меня здесь действительно было много. И в следующий раз я тоже пришла и принесла еще больше. И они опять же взяли, и те, кто не взял в прошлый раз, взяли в этот раз. В общем, вот эта ситуация просто была мне как бы милая такая, знаете, потому что я знала этих женщин в лицо, некоторых я просто знала в лицо, некоторых я знала уже как бы получше, потому что было по пути идти домой, например, или они ходили на все уроки, поэтому чаще мы виделись. Ну, а большинство из них я не знала, только просто в лицо. И когда я увидела, как они по-детски радуются этим цветочкам, как они их берут, как они мне говорили спасибо. Я не ожидала, что будет столько благодарности, потому что для меня это действительно была армия петуний, которых я не знала, куда просто деть. И когда они начали радоваться, вот спасибо, они были рады этим цветам, то это меня очень удивило, что вот такие серьезные алжирские женщины, а в один момент стали такими милахами. И потом, через время, некоторые подходили и показывали мне прямо на телефонах, вот смотри, я сфотографировала, это у меня на кухне, на окне стоит, смотри, как цветет, вот спасибо тебе большое. Вот такой поступок, друзья, меня и сблизил с ними, и развеселил и их, и меня. Следующая история, я написала, как пошли выбирать наряд, какой нравится. Ну, это просто как закодировала себе название. Значит, это тоже произошло, как только я приехала, это получается 7 лет назад, как только я приехала в Алжир, значит, тоже была там знакомая, которая, они, в общем, в хороших отношениях с семьей мужа. И они, значит, радовались, что вот муж мой, уже у него есть жена, иностранка, и, значит, они там со мной дружили, хорошо ко мне относились, и как-то говорят моему мужу, что хотят сделать мне подарок. И хотят, чтобы я выбрала себе в подарок какой-то наряд. Они хотят взять меня с собой по магазинам и, значит, выбрать наряд, какой я хочу. Честно, друзья, я не люблю ходить по магазинам бесцельно. Вот не люблю, и особенно не люблю ходить в компании. Я люблю ходить по магазинам, если у меня есть какая-то цель, например, что-то конкретное найти. И я быстро, например, хожу в один, во второй, в третий, даже если это молл, например, большой, но у меня всегда должна быть конкретная цель. Просто ходить, тратить время я не люблю, особенно если это компания и нужно кого-то ждать или за кем-то куда-то идти. В общем, это я не люблю. Но мне пришлось согласиться. И, значит, пошли мы выбирать. Ходили мы там по городу, от одного магазина во второй, в третий, на рынок зашли. Там есть рынок продуктовый и есть рынок вещевой. Значит, мы зашли там, где вещи, ходили, смотрели и, конечно же, меня спрашивали, что ты хочешь. Я не знала, что я хочу, потому что я вообще, честно говоря, ничего не хотела. Но я думаю, если есть такая возможность, и они говорят, выбирай, что хочешь, вот нету такого как бы критерия, что в районе такой суммы или что. Говорю, ну хорошо, давайте что-то, говорю, такой наряд, в котором можно, говорю, гостей встречать. Ну, какой-то нарядный, думаю, возьму традиционное платье. Красивое, возможно, такое, знаете, как кафтан, если вы видели. И, значит, я уже начала концентрироваться на этих нарядах. Но мы смотрели такие наряды и заходили в разные магазины, где там просто как бы молодежная одежда. Блузки, там, юбки, штаны и так дальше. Но я, конечно же, эти магазины игнорировала, потому что у меня установка уже как бы есть, что я могу выбрать, что я хочу, и я уже для себя решила, что это будет что-то традиционное. Это было летом. Жара была невыносимая, и мы же, значит, ходили от одного магазина во второй, и, значит, они меня спрашивают, ну что, как тебе, то понравилось, то понравилось. И я даже меряла некоторые платья, вот абайи. И я уже приблизительно определилась,
Я, конечно же, скромничала, старалась там выбрать, спросить, о, это очень дорого. Они говорили, нет, нет, все нормально. Ну, в общем, друзья, примерила я в нескольких точках платье, и потом же я говорю, ну вот там на рынке вот мне понравился такой красивый кафтан, в общем, бежевый, там он весь в этих камушках. И они говорят, ну хорошо, давай пойдем туда еще раз примерим. Я не знаю, сколько часов мы ходили вот туда-сюда между этими магазинами. Заходили также мы в один, я же не в один, а много, но вот почему-то мне запомнилось, мы зашли в один магазинчик, там просто продавалась современная такая одежда. И вот эта же знакомая, она предложила, говорит, смотри, какая блузка, может блузку возьмем и юбку. То есть, знаете, как обычная такая повседневная одежда, ну, просто нарядная. Я еще подумала, как она может такое выбирать для дома. Думаю, да нет, это слишком просто. Если есть возможность уже выбрать что-то такое специфическое, выберем традиционное. Вернулись мы на рынок, примерили вот тот кафтан еще раз. И я вижу, что они что-то как-то сомневаются. Ну, какая-то заминка вышла. Получается, уже мы находились очень много, устали, это уже несколько часов, жарко, ну уже выбор сделан. И в итоге сказала она мне, что ну это да, красиво, ну так себе не очень, ну в общем давай может еще в какой-то день еще раз пойдем. Друзья, честно, сказать, что я разозлилась или я не знаю, как описать те чувства. Больше всего мне было жаль потраченное время мое. Я думаю, зачем я сегодня целый день ходила с вами, чтобы что-то выбирать. Они меня все время сужали выбор, как бы давай между этим и этим, между этим и этим, давай между тремя выберем два, между двумя один. Ну, в общем, и так мы пришли к одному наряду, и в итоге они сказали, что нет-нет, это не очень, и, в общем, давай вернемся в следующий раз. Честно, я уже второй раз, конечно же, с ними не пошла. И оказалось, друзья, что они не рассчитывали покупать вот такое дорогое. Они хотели что-то купить подешевле. Не то чтобы подешевле, но у них был бюджет, на который они рассчитывали. И на самом деле они не хотели покупать, вот так как они сказали, выбирай, что хочешь, да? То есть они не готовы были. И я так понимаю, что это было сделано для того, чтобы как бы, может быть, за это время прогулки узнать меня получше, чтобы, может быть, проверить меня, я не знаю. Может быть, знаете, сложить впечатление о себе, что они как бы хотели сделать добрый жест, что они готовы для меня на все. Ну, в общем, типа, оно не сложилось, и это не по их вине, это как бы на мне оно не очень хорошо сидит, да. Ну, в общем, эта история закончилась тем, что мы просто разошлись по домам, и я для себя решила, что я больше с ними никуда не пойду. Не пойду по магазинам, так и было, они еще приглашали меня, но я не пошла. И, конечно же, наряд я не выбрала, не было того подарка заявленного, но для себя я тоже сделала выводы, что хотят, не все, конечно, но многие хотят дружить с иностранцами. Хотят дружить с иностранцами просто потому, что ты иностранец, да. Богатый ты или бедный, я не знаю, вот это будут узнавать, но хотят дружить, чтобы знать. Такая вот ситуация со мной произошла, хотела вам рассказать о ней, потому что если вы будете в Алжире, если с вами что-то подобное будет происходить, то чтобы вы тоже были как бы стратегом, а не так, знаете, как я вот поверила, доверилась и пошла с ними следом за ними выбирать, потому что они так сказали. Потому что если я сказала, то значит это так и есть. И я, в моем понимании, если кто-то сказал, значит тоже так и есть. Но получилось не так. А еще ситуация тоже поначалу, я же говорила вам, что у меня не было плохих каких-то мыслей, что-то, каких-то там расчетов, плюс-минус, как это будет потом. В общем, я искренне относилась к людям с добротой, как открыто. И была такая ситуация, что у моего мужа два брата. И одного брата я встретила, мы уже были знакомы, это уже после свадьбы, то есть мы уже общались и проводили время вместе, когда они приходили к нам, да, то есть кушали, например, вместе или сидели всей семьей, общались. То есть мы друг друга уже знали неплохо. И однажды я шла, я не помню, наверное, в мечеть или с мечети,
и встретила одного из братьев. Встретила, поздоровалась с ним, и он спросил просто, как дела, и пошел дальше. Говорю, нормально, и я была готова, я была, во-первых, очень рада его встретить, потому что я там никого не знала, и встретить кого-то знакомого в том городе, где ты никого не знаешь, то это, конечно, большая радость. И я так обрадовалась, начала улыбаться, говорю, поздоровалась с ним. И он, как дела? Говорю, все хорошо. Он, все хорошо, да. Говорю, а ты как? Он тоже хорошо. И он дальше себе говорит, ну все, пока, давай. И я была удивлена, думаю, да как это? Он же брат моего мужа, я же жена его брата. Почему он так это развернулся и ушел? Потом как-то через время я встретила другого брата, тоже в городе, тоже обрадовалась ему и тоже говорю, ассаляму алейкум, как дела? Он говорит, хорошо, а ты как? А ты как? Говорю, тоже хорошо. И он такой, ну хорошо, и такой поулыбался и ушел. Я думаю, да что же это такое происходит? Ну, остановился бы со мной поговорить, я настолько рада, что встретила знакомого человека, узнала вообще среди толпы. Потом я с мужем говорю, слушай, я вот встретила твоего брата одного, второго брата встретила, и вот такая ситуация произошла. А он мне говорит, это потому, что здесь в городе все друг друга знают, и если они увидят, что он стоит и общается с моей женой, то они могут плохо подумать о нем, что может быть какая-то нехорошая ситуация. Чтобы избежать вот таких каких-то слухов и непонятных ситуаций, то вот так себя ведут мужчины, ну, по крайней мере, в нашей семье, что они не останавливаются, они не дают возможность, чтобы видели, что вы с ними где-то разговариваете. Причем дома мы в семье, в кругу семьи мы общаемся нормально. И мы ездим, например, путешествовать в одной машине, да, то есть мы все сидим и общаемся на протяжении 2 часов, 3 часов, да, вот пока едем. Но вот если в городе я встречу кого-то одного, я одна и он один, допустим, то он может только остановиться, сказать ассаляму алейкум, как дела, вот в ответ все, всего хорошего и все, и пока. Вот такие дела, друзья. Я, конечно, этого не ожидала. Для меня это было сюрпризом. Я думала, да как так? Вот что такое, что я сделала? Думаю, в чем причина, почему он меня это избегает, что такое? Оказалось, все намного проще. Дело не во мне, дело вообще в общественном мнении и, в общем, в правилах поведения. Еще одна ситуация касается пиццерий. Поехали мы как-то с мужем в пиццерию покушать пиццу. Заказали, в общем, и ждем. Ждем, приносят. Долго они ее готовили, приносят, смотрим, а она... Ну, сначала, кстати, в Алжире, в этой пиццерии, не во всех, конечно, но в этой было так. Мы сначала заказали, рассчитались и пошли ждать. Ждали, принесли, черное внизу. Мы так с мужем друг на друга посмотрели. Муж такое кушать не будет. Я тоже говорю, ну давай будем возвращать, пусть либо деньги отдают, либо пусть другую приготовят. Он пошел, говорит, вот смотрите, как это вы приготовили. Они говорят, что как, нормально? Говорит, ну как нормально, она черная, как ее кушать? Да нормально, я, говорит, по-другому не умею. А муж говорит, ну мы не будем такое кушать. Он говорит, ну как хочешь. Муж говорит, ну тогда возвращайте деньги. Он говорит, мы не будем возвращать деньги. Муж говорит, ну тогда другую готовьте. Он говорит, ну тогда давай деньги за другую. В общем, муж говорит, ну вы же принесли нам, мы не можем кушать такое. Он говорит, ты будешь кушать ее или нет? Муж говорит, нет. Он говорит, хорошо. И все, друзья, забрал пиццу и деньги не вернул. И все. Вот такая история, в принципе. Просто хотела вас предупредить, чтобы вы знали, что если вы наперед рассчитаетесь, то не факт, что как вы привыкли там в Европе или в своей стране, что вам обязательно принесут, извините, вот вам другая. Вот, может быть и такая ситуация, как у нас. Будешь кушать? Кушать. Не будешь? Хорошо, пока. Еще одна ситуация тоже касается правил поведения. Это тоже было в самом-самом начале. Я тогда тоже еще не знала даже элементарных слов. Вот даже пойти в магазин, но я не могла сказать, допустим, дайте мне там 10 яиц. Да, вот не могла я так сказать на тот момент. И, значит, я просто приходила, выбирала, например, коробку и давала, показывала, что я беру вот столько, да, и все, давала деньги и ждала сдачу. И, значит, в одном магазине там вот только яйца продавали.
И я пошла покупать яйца, и этот продавец, он пожилой мужчина, и у него в этом магазине были птицы. Алжирцы вообще любят птиц, ну и у этого мужчины тоже было 2 или 3 птицы. Красивые такие. И вот пока я ждала свою очередь, там было несколько человек передо мной, я вот смотрела на этих птиц, они там пели. И затем оказалось так, что пришла моя очередь. Он, значит, я показала ему, какие яйца, сколько там мне нужно дать. Он мне начал набирать яйца, набрал, дает, я ему даю деньги, пока он сдачу мне там считал. Раз посмотрел на меня, чтобы эту сдачу дать, а я ему, знаете, вот так показала на птицы, а потом показала ну что, красивые птицы, как бы без слов. Я тогда уже носила джильбаб и никаб, закрывалась, уже закрывала лицо, чтобы не было как бы внимания, чтобы я могла ходить одна, потому что если увидят, что я иностранка, то могут какие-то быть неприятные ситуации, которых я хотела избежать, поэтому уже одевалась по-другому. Ну и, в общем, я ему показала, что вот птицы, ну как бы поднять человеку настроение, что вот птицы, я их увидела, они действительно красивые, заценила, все, больше ничего. И, значит, забрала я эти яйца и ушла домой. Ушла домой и рассказываю мужу, что вот там такой-то магазин, говорю, и там птицы, и я вот там ему вот так показала. Вы бы видели реакцию моего мужа, говорит, ты что, как ты могла, что ты такой? В общем, в Алжире это считается заигрыванием. Я говорю, да нет, у меня не было никаких плохих мыслей. Ты что, говорю, я просто хотела как поднять настроение человеку. Птицы, говорю, красивые птицы поют. Ну, в общем, как-то так просто от души захотелось вот лайк показать. Он говорит, хорошо, что он не знает, что ты моя жена. Это же были бы уже слухи. Вот вы представляете, друзья, как нужно знать, как важно знать какие-то правила, да? Как себя вести. Конечно же, я уже больше в жизни такого не повторю. Проблемы мне не нужны. Вот. Но видите, как даже не думала, что может что-то случиться, да, а могло бы, да, как бы там кто-то где-то рассказал, добавил, и вообще могло бы там обернуться, что я чуть ли не разговаривала и вообще, не знаю. Ну, в общем, если вы будете в Алжире, то знайте, что нужно всегда быть сдержанным. Еще одна ситуация тоже касается правил поведения, но это уже не насчет отношений в обществе. Как-то я гуляла в Алжире, в столице Алжира, там, где порт. Если вы были в Алжире, то вы знаете, гуляла там, где порт, потом там, где магазины, там, где мечеть белая. Ну, в общем, много где, потому что у меня было много времени, я мужа ждала, пока у него закончатся курсы. И я, в общем, ходила там, прогуливалась и фотографировала все. Порт, мосты, ну, в общем, все, мозаику, все, что для меня было каким-то немножко хотя бы красивым или интересным, все я себе фотографировала. И, значит, я дошла до одного места, там есть маяк. Маяк, и я его тоже сфотографировала и пошла себе дальше. И что, за мной выбежал охранник, военный точнее. Но я не ожидала, что там кто-то вообще-то есть, и что оттуда кто-то выйдет. Ну, в общем, я себе пошла дальше вдоль береговой линии. И вот он меня догнал, объяснил мне, что фотографировать нельзя. Я тогда поняла, что, наверное, что-то попало все-таки в кадр. Наверное, вот этот маяк, а возле маяка там, наверное, был какой-то военный объект. И он мне говорит, давай открывай телефон. Я открыла, он давай смотреть эти фотографии, поудалял. И потом отпустил. Так что, если вы будете в Алжире, если вам говорят, что так не делайте, то вы так не делайте. Не пытайтесь делать что-то скрытно, потому что вас могут в чем-то даже подозревать. Вот. Если есть какие-то объекты, которые нельзя фотографировать, то не фотографируйте. И также, если вы будете ехать в машине или вы будете водителем, да, то вы увидите, что на дорогах Алжира есть много полицейских постов. Их тоже фотографировать и снимать нельзя. Вот прям будут, если увидят, то будут вас останавливать, и вот для первого раза могут просто как бы вас предупредить. Но лучше так не делать, друзья. Ну и еще одну ситуацию в этом видео расскажу, потому что вижу, что видео получается очень длинное. Это о шуточках не совсем удачных, значит, тоже это было в самом начале, как только приехала. Это уже было после свадьбы, мы жили отдельно от родителей, и
арендовали квартиру. И жили мы, я уже не помню на каком этаже, наверное, мы жили на 4-м, и у нас всего, наверное, было 5. И на 5-м у нас там соседи. И однажды, я не помню как, наверное, мы просто заходили вместе в подъезд, я и муж, и эти соседи. И как-то они там поздоровались и, значит, познакомились. Заходил мужчина с 2 дочерями. На меня посмотрели, там поулыбались, поздоровались, и муж сказал, что вот это моя жена, там иностранка, все, они со мной поздоровались, немножко там они английский знали, эти девочки. И они говорили, ну, они такие очень доброжелательные, ты, говорит, в гости приходи к нам, когда хочешь, значит, я говорю, да, хорошо, спасибо за приглашение. И все, в остальное время мы, если виделись, то просто здоровались. И как-то однажды мы с мужем заходили в подъезд, я с мужем хотела пошутить и пошла быстрее. Как-то вот просто захотелось пошутить. Думаю, поднимусь быстрее и повыше туда, на тот этаж повыше, и буду ждать, слушать, муж пойдет меня искать или пойдет домой, подумает, что я уже вошла. И я слышу, что идет. Я же поднялась вот на этаж туда чуть-чуть выше, почти до этих соседей. И жду, слышу, идет. И я тут смотрю, а это этот сосед. И он тоже смотрит, а я вот у них там же на этаже. И я ж давай спускаться. А он говорит, вы к моим дочерям, а я не поняла. А я быстренько спускаться вниз. Он говорит, подождите. А я говорю, сейчас, муж. И тут муж поднимается, я говорю мужу, в общем, как ситуация получилась неловкая. Муж все понял. Но этот мужчина уже пошел, говорит, сейчас, подожди, сейчас я их позову. Они не открывали, да? Ничего, сейчас я их позову. И он пошел домой к себе, позвал этих дочерей, говорит, к вам пришла вот соседка. И эти девочки спустились ко мне, спрашивают, как дела? Я говорю, хорошо, а у вас тоже хорошо. Чем вы занимаетесь? Они там что-то ответили, я уже не помню. Я говорю, понятно. Ну, хорошо. Они говорят, хочешь зайти? Я говорю, нет, спасибо. Говорю, я просто... Ну, в общем, друзья, тоже такая неловкая ситуация. Видите, даже шутить и то нужно знать, как в Алжире. Ну, мы, конечно, попрощались, разошлись, но было как-то, вы понимаете эту ситуацию, да? Они спустились ко мне, мол, что ты хотела, ты к нам пришла, да? Ну, хочешь, пошли к нам? Я, нет, все нормально. А что ты хотела? Ну, да, ничего, как дела, все хорошо. Ну, хорошо, и разошлись. Вот такие истории небольшие, это только часть, конечно, из того, что происходило и происходит в Алжире. Пишите свои истории, друзья, возможно, у вас что-то происходило забавное, возможно, что-то поучительное. Будет интересно почитать. И, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего и до встречи в следующем видео.